Итак, дамы и господа, сегодня я расскажу про одну съемку, направленную на то, чтобы показать внутреннее состояние и красоту нашей модели. Также я расскажу про свой опыт использования складного фона и то, как я применил его в данной съемке. Давайте начнем из источников вдохновения. Моей целью было показать всю красоту нашей героини и сделать снимки, которые будут раскрывать самого человека. Без какой-то роли, без определенного образа. Здесь я уже акцентировался на воплощении элегантности и чувственности. Но в каждом образе у меня была своя определенная задумка. Я снимал в различных помещениях с определенно разной площадью, начиная от какой-то своей комнаты, до каких-то студий совершенно разных, до какого-то конкретного помещения. Всегда это были пространства, где можно творить и что-то создавать, даже с небольшой площадью. Другими словами, вы можете создавать искусство даже в комнатке метр на метр. Но всегда самым главным и очень важным моментом для меня оставался момент именно хранения того, что я использую в съемках. Допустим, одежда, реквизит, оборудование и фоны, потому что фоны занимают очень много места. В этот раз также источником вдохновения стал складной фон от бренда Kate Backdrop, и я бы хотел о нем немного рассказать. Это двухсторонний фон 1,5 на 2 метра, который складывается в компактный чехол для хранения. По цветовой гамме я выбрал абстрактную текстуру, желто-коричневая и темно-серая сторона. Сам фон пришел мне в компактной коробке. При получении заказа некоторые люди подумали, что я получаю картину, но в какой-то степени так оно и есть, потому что это выглядит действительно безумно красиво. В самой посылке находился сложенный фон уже в чехле, без каких-то лишних деталей, все компактно и готово уже, собственно, к самой съемке. Раскладывая фон, не возникнет совершенно никаких вопросов. Сложить же его можно по принципу чипс. Сначала вы держите его в руках перед собой, затем два широких края притягиваете вверх друг к другу, а затем сам фон складывается по направлению спирали в 3 слоя. У вас получается 2 круга вверху и 1 внизу. И из-за этого он сворачивается и получается просто трехслойный. Сам фон выполнен из ткани микрофибры. Рисунок очень четкий, яркий довольно-таки. А сама ткань очень приятная на ощупь. И приятный бонус то, что он очень легкий, и его легко перемещать, допустим, по комнате, либо если вы уезжаете на какую-то выездную съемку. А к самому фону добавлены карманы, чтобы его можно было легко подвесить. Посмотреть этот фон и другие вы сможете, перейдя по ссылке в описании к этому ролику. Там вы сможете найти ссылку, промокод, который даст вам скидку на ваш заказ. Либо вы можете посетить сайт katebackdrop.com, чтобы посмотреть весь ассортимент этого бренда. Итак, давайте перейдем уже, собственно, к самой съемке, к самим образам и посмотрим, как же это все работает на практике. Наш визажист сделал натуральный естественный макияж для нашей модели, который подчеркивал всю красоту на протяжении всей съемки. Первый образ, который мы подобрали, это ярко-красное платье под желто-коричневый фон. Здесь присутствует настроение элегантности, женственности и той самой обаятельной красоты. По поводу освещения. Фон я поставил, просто облокотив его к стене. Дневной свет, который освещал все помещение комнаты, давал мягкий рассеянный свет. А с правой стороны я добавил один софтбокс на минимальной яркости, отражая его от стены, чтобы слегка подсветить тени. Этот фон позволяет делать как и крупные портреты, так и фотографии в полный рост. Поэтому давайте посмотрим, какие фотографии у меня получились.
Затем мы переходим ко второму образу. Здесь мне хотелось уже показать немножко загадочности, сдержанности, но при этом, чтобы внутреннее состояние было немного таким трепещущим и глубинно нежным. Из одежды мы выбрали темный цветочный комбинезон из такой легкой ткани. Фон я переместил на другую стену, что уже кардинально меняет светотеневой рисунок самого изображения и, собственно, самого настроения в кадре. Как я уже говорил ранее, это очень удобно, потому что сам фон очень легкий, и его без проблем можно перемещать в одно мгновение. Есть возможность поменять цвет, просто перевернув его другой темно-серой стороной. Если фон испачкался или появился какой-то залом, который вам не нравится, его можно без проблем протереть, либо постирать, либо убрать залом тем же самым отпаривателем. Из освещения здесь был тот же дневной свет от окна, и с этой же стороны я добавил софтбокс. Это создало более такой обволакивающий контраст, и все изображение смотрелось более драматичным. И вот такие фотографии у нас получились. Завершающий образ я хотел сделать самым легким, простым, воздушным, поэтому мы переместились уже, собственно, на белую стену и использовали телесный комбинезон. В этом образе мне хотелось добавить максимальную легкость и поместить человека в такое расслабленное состояние эйфории, поэтому я решил добавить динамику волосам. Как я уже говорил, по-моему, в предыдущих видео, этот прием мне очень нравится, потому что он сразу меняет кадр кардинально, именно по настроению. Поэтому наш прекрасный визажист снова создавала на съемочной площадке ветер. Из освещения оставался все тот же дневной свет от окна, который рассеивался по всей комнате довольно-таки равномерно. И я добавил один софтбокс, который был направлен прямо на модель, и можно сказать, это как фотографии в высоком ключе, но в финальном результате они смотрелись немножечко приглушенно. И вот такие кадры у нас получились. Такая небольшая индивидуальная история с различными стилизациями образов и показы именно вот самой модели, самой личности, на чем, собственно, и держится вся данная история. Спасибо за просмотр и встретимся с вами в новых роликах. Обязательно посетите сайт catebackdrop.com, можете использовать мой промокод и пополните свой арсенал новыми фонами. И до скорой встречи!